Добрый день, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал. И это гороскоп на неделю с 10 по 16 августа 2026 года. Да, друзья, присаживайтесь поудобнее, будем планировать эту яркую неделю, в которой нас ждет переход Марса в знак Рак. На следующий день у нас новолуние во Льве. Или же, другими словами, у нас включается коридор затмений на растущем лунном цикле. Происходит это действие с нами 12 августа. Коридор затмений заканчивается 28 августа, но хочу сказать, это будет большой, яркий, мощный период в наших жизнях, когда у нас есть множество возможностей сделать так, как нам хочется или давно хотелось. Поэтому, друзья, присаживайтесь поудобнее, будем планировать эту яркую неделю. И да, если говорить про основные тенденции, конечно же, у нас все движется к новолунию в середине недели. В среду будет очень множество у нас эмоций. Но что перед этим, да? У нас 10 понедельник Луна находится в знаке Рак, в напряженном аспекте с Сатурном, поэтому здесь будет ощущение, что нам как-то сложно, что нам как-то напряженно. Хорошо в этот день делать дела, которые мы не могли решить ранее, возвращать долги, закрывать финансовые истории, особенно прочувствовать всю эту историю очень сильно. Приобретать, например, недвижимость тоже. Не обещаю быстрой и легкой сделки вообще по астрологическим законам. Если Луна находится в знаке Рак, все должно получаться хорошо, спокойно, прекрасно. Но напряженный аспект с Сатурном как раз-таки говорит о том, что если у вас очень долгое время оставались какие-то дела, которые вы не могли доделать, вот прекрасно понедельник, 10 августа, день для этих дел. Чувствовать обстановку. Если все будет идти не идеально, можно эту историю переложить на 11 августа, вторник. И я не хочу сказать, что это плохо. То есть нужно быть готовыми, что в понедельник все будет не идеально, медленно, с максимальной бюрократической проверкой нас на прочность, на терпение. Но кто сказал, что это плохо? Сюда же идут все сделки по недвижимости, особенно если они долго у нас тянулись. Вот здесь будет тоже момент, когда может остановиться вся эта история. Запаситесь терпением. Если что-то не получалось, все-таки последние несколько дней уходящего лунного цикла 12 августа включается новый. И да, вторник, 11 августа, Луна во второй половине дня переходит в знак Льва, становится в соединении с Меркурием, соединением с Юпитером, в гармоничном аспекте с Нептуном, и уже широкий такой аспект к вечеру 11 августа уже будет широкий аспект, гармоничный у Луны с Сатурном. То есть, а это все разрешенные вопросы, связанные с недвижимостью, конечно, связанные со сделками очень сложными. При всем при этом хочу сказать, что у нас и 10 и 11 уже становится в оппозицию Меркурий с Плутоном, а это говорит о том, что с самого начала недели, с понедельника 10 августа, нам нужно такие выдерживать сложные сделки, сильные переговоры, давление, и в этом никак не теряться. Из еще одной мощной тенденции этой недели у нас всю неделю будет напряженная оппозиция Венеры с Нептуном. Будьте аккуратны на лесть, на похвалу, на ложь. Здесь постарайтесь не верить больше сказкам, чем есть в реальной жизни, потому что история, когда хочется все-таки верить больше в какие-то легкие, красивые истории, в чрезмерный романтизм, потому что Венера находится в знаке Весы эту неделю, и до 11 сентября она будет в знаке Весы. Но эту неделю до 16 августа Венера еще и в оппозиции с Нептуном, а это как раз-таки момент наших иллюзорных историй. Если вопросы с финансами, проверяйте все документы очень четко, очень хорошо, для того, чтобы не попасть в руки мошенников, не перевести свои деньги не туда, куда нужно. Вообще очень классный день
11 августа, Луна в гармоничном аспекте с Меркурием. Это говорит о том, что нужно договариваться как можно больше, в соединении еще и с Юпитером. Гармоничный аспект с Нептуном, очень хорошая история. Решать вообще множество вопросов, связанных с переездом, с миграцией, развитие творческих моментов, истории все-таки. Здесь нужно чрезмерно не доверять по Венере, но у Луны гармоничный аспект с Нептуном. И это момент как раз-таки приятных событий в семье. То есть желание завести ребенка, желание расширить семью, расширить жилплощадь, что-то такое большое, мощное, интересное сделать. И все-таки мы с вами идем к коридору затмений. Это момент на 2 недели у нас окно максимальной реализации. То есть если вы что-то хотели сделать долгий период времени и не получалось, то здесь, конечно же, уже во вторник, 11 августа, очень множество будет как раз-таки моментов, которые захочется сделать. При всем при этом 11 августа у нас Марс переходит в знак Рака, и здесь нужно как раз-таки научиться чувствовать обстановку, сканировать ситуации и понимать, что мы делаем, что мы не делаем, идти по интуиции, присматриваться, быть наблюдательными. Ни в коем случае нельзя ругаться, уходить в депрессивное состояние, в эмоции уже со вторника. Вторник, среда, четверг вообще никак, потому что Венера с Марсом в напряженном аспекте, и Венера еще и Марс сами по себе в напряженном аспекте с Нептуном. То есть это чрезмерный выход на эмоциональные качели, особенно в отношениях. Поэтому, дорогие и мужчины, и женщины, не спорьте, не уходите в какие-то такие конфликты, в которых захочется вот резко все. То есть это может быть такая дикая амплитуда эмоциональных выхлопов. Потому что уже к концу недели, 15-16, Венера будет приземляться, становиться в оппозицию с Сатурном. И это когда мы очень четко начинаем понимать, что так, в реальности вот здесь-то вот уже совершенно есть моменты остаться одинокими, потому что все-таки, возможно, человек, который рядом с нами, он нас очень хорошо понимает, но мы это как-то не видим, не хотим замечать и как-то хотим очароваться в чем-то или в ком-то другом, либо же в красивой картинке. В общем, желание иметь в жизни лучше, чем она есть на самом деле, то есть иметь именно вот эту красивую картинку, это не лучшая история на этой неделе. Лучше возвращаться к реальности и строить реальные планы своей жизни. Не для того, чтобы кого-то удивить, для того, чтобы сделать свою жизнь качественно лучше. И вот со вторника эта история будет работать вот прям вот очень хорошо. Нужно только захотеть и к этому стремиться. Среда, 12 августа, новолуние во Льве, либо же полнолуние, прошу прощения, новолуние во Льве, либо же солнечное затмение. Включается коридор затмения у нас, эмоциональный день, кто-то будет чудить, кто-то будет ругаться. На небе будет красивый парад планет в ночь с 12 на 13 августа. Посмотрите это событие, если вы будете находиться в той точки планеты, где это будет максимально красиво видно. Астропроцессор у меня показывает просто потрясающую картинку. Я ее выложу в пост на канале. Что на небе на самом деле красиво. Из минусов: удержать свои эмоции, не перейти на чрезмерную критику, не уйти в какие-то реальности, которые не относятся к каждому из нас, да, то есть не поверить в красивую сказку, оставаться в реальности — это самое лучшее, что может быть. 12 августа достать ежедневник и начать планировать, я всегда говорю, это лучшее, что мы можем сделать для себя. Пишем максимально четко, красиво, прозрачно, можно эмоционально, да как угодно. Пишем, что же мы хотим в своей жизни сделать на ближайшие несколько недель, потому что коридор затмения — это очень множество возможностей. 12 августа все, что вы начнете в этот день, оно принесет очень много потрясающих результатов. Солнце и Луна в гармоничном аспекте с Сатурном, сюда же и Юпитер. То есть все знаки зодиака второй декады у вас включаются окно возможностей от Юпитера сделать много. У кого-то на гармоничном аспекте, у кого-то на напряженном, но тем не менее, кому-то иногда нужно напряжение для того, чтобы как пружинка вот так выстрелить.
Так бывает. Не всегда трудности это плохо. Иногда это для того, почти всегда для того, чтобы нас отрезвить и начать заставить действовать. Среда — потрясающий день для множества начинаний, договоры, переговоры, новые люди, контакты, связи, выход на публику, покупки, приобретения, все сюда же. Главное, считайте, Венера находится в оппозиции с Нептуном, момент, когда мы можем быть иллюзорными и уйти, оторваться от реальности наших финансов и отношений. Идемте дальше. 13 августа, тоже классный день. Здесь Луна в первой половине дня в знаке Льва, во второй половине дня переходит в Деву, но при всем при этом в гармоничных аспектах, даже с Лилит. Когда, если нам страшно, то мы начинаем двигаться вперед, просчитываем все результаты своих действий. Луна в гармоничном аспекте с Марсом. То есть это день к действиям. То есть продолжайте все то, что вы начинали планировать, действовать, и будет хорошо. 14 августа, пятница. Вот меня многие спрашивают, когда же делать это. Потрясающий день для здоровья, красоты, эстетики. Луна будет находиться в знаке Дева. Вообще без каких-либо аспектов, без хороших, без плохих. Запланируйте бьюти-процедуры, заботу о здоровье, моменты, связанные с вашим телом, с организмом, с отдыхом. Хочется сесть, составить план, да, хочется позаниматься, развить свой интеллект, сюда же. Отлично, потрясающе, хорошо. Поэтому пятница такой день, когда мы просчитываем, что-то делаем, посидеть для себя в моменте четком, приземленном. Тоже хорошая история. В пятницу, 14 августа, Венера уже складывается еще в одну оппозицию, расходится оппозиция с Нептуном и начинает сходиться оппозиция с Сатурном. То есть мы приземляемся в реальность финансов, отношений, начинаем смотреть более рационально, четко, практично, цельно, без каких-то иллюзий. Еще они немножечко остаются, но все-таки такой романтизм уходит, более приземленность остается, основанная на реальности. Поэтому делать какие-то классные дела очень даже, да. Меркурий в соединении с Юпитером, все, что связано с развитиями, поездками, командировками, подготовка праздников, выход на публику, на сцену. Очень хорошая сюда история. Меркурий еще в гармоничном аспекте с Ураном, поэтому все новые начинания, на этой неделе уже говорила, потрясающе будут идти, действовать, и нам они будут нравиться. 15 августа, суббота, Луна в первой половине дня в знаке Девы и в квадратуре с Марсом, в квадратуре с Лилит. Во второй половине дня Луна перейдет в знак Весы и к воскресенью будет приближаться к Венере. То есть у Луны будет еще и оппозиция с Нептуном и с Сатурном. И здесь момент на выходные. Суббота, 15 августа. Постарайтесь быть не агрессивными. Здесь день такой, когда, особенно первая половина дня, когда мы такие очень сильно рациональные, но все-таки агрессивны. Под давлением эмоций, наших страхов, волнений, переживаний, ощущения, что у нас вроде как идеально не получается, и нам хочется как-то вот, чтобы было оно красиво. Но, тем не менее, посмотрите более приземленно на все эти моменты. Свет уже ушел, да. Поэтому картинка не очень, извиняюсь. Будем же не агрессивны в первую половину дня субботы, более рациональны, чтобы не было вот этого состояния, что нам как-то нехорошо, не по себе, волнительно. Может быть такой расфокус нашего состояния во второй половине дня, в первой точно так же. Поэтому убираем страхи, панику, сомнения, волнение. Берем книжечку, я всегда говорю, переписываем, что же нам на самом деле страшно, для того, чтобы в прямом смысле, когда мы приземляем наши страхи, мы их записываем. Они становятся нам понятны, и мы понимаем, что это все чего-то боятся. И это нормально. Следующий день он будет лучше и интереснее, и будет двигать вперед. По крайней мере, вторая половина дня субботы уже будет более радостной, потому что Луна откатится от квадратуры с Лилит, уйдет вот эта паника, страх, что вроде как мы ничего не сделали, а были возможности, мы их упустили. Воскресенье.
16 августа Луна в знаке Весы в соединении с Венерой. Потрясающие аспекты дублируются к Меркурию, к Юпитеру, к Урану, к Плутону. Очень много сил, очень много действий, очень много желаний хочется сделать. Планируем план на новую неделю для того, чтобы реализовать как можно больше. Здесь Луна еще в оппозиции с Нептуном и с Сатурном. И еще хочу сказать, что с 17 августа, понедельник следующей недели, на небе потрясающе гармоничные. Ну, просто такая конфигурация, называется она звезда Давида. То есть, когда нужно делать прямо очень много для того, чтобы получилось очень классно. Поэтому, дорогие, хочу сказать, что и воскресенье, в принципе, день, который будет нас приземлять, двигать вперед. И в понедельник на новой неделе мы включимся еще ярче. Хочу сказать, что неделя классная, потрясающая, как говорила ранее, в прошлом месяце, в прошлом квартале, в прошлом году, когда я записывала в ноябре, в декабре гороскопы на 2026 год, что этот коридор затмений – это история таких больших взлетов. Даже если у вас сейчас в июле случились падения, в начале августа случились какие-то разрушения в жизни – самое время для того, чтобы в этот коридор затмений начать двигаться еще мощнее, собрать весь свой опыт в копилку своей жизни и начать двигаться вперед очень классно и очень активно. Вот такой гороскоп. Я желаю вам потрясающей недели. Если остались вопросы, оставляйте в комментариях к этому видео. Я в свободное время на них отвечу. И увидимся с вами в следующем ролике. Пока-пока.